Как можно смотреть этот цирк? Иностранцы ополчились на Валиеву после выдающейся победы. Критики нашли изъяны даже в идеальном прокате Валиевой. Они предъявляют претензии к судьям и ругают фигуристку за недостаток эмоций. Камила Валиева вновь бьет рекорды. Ее произвольная программа на Гран-при России произвела фурор. 15-летняя фигуристка вновь показала бесподобный и чистый прокат, который судьи оценили сумасшедшими 185,29 балла. Валиевой рукоплескали абсолютно все, и болельщики на арене «Айсберг» в Сочи, и эксперты. Валиева находится в собственной лиге. Это ее мир. Вау, наверное, лучший четверной сальхов и лучший тройной аксель, который Валиева когда-либо исполняла, отметил американский журналист Джеки Вонг. На этой неделе Валиева вышла на пик, приземление без сучка, без задоринки и безукоризненное движение. Вопрос в том, сможет ли она поддерживать такую форму до конца февраля. Валиева выиграла и женские, и мужские соревнования, написал репортер NBC Olympics Дэвид Кейн. Включите меня в число тех, кто встал, чтобы поаплодировать Валиевой. Это было просто невероятно, даже с маленькой ошибкой. Это ее мир, и все остальные могут только восхищаться. Все равно хотелось бы видеть от Валиевой больше экспрессии в первые 3 минуты. Но дома она добавила в этом компоненте по сравнению со Skate Canada. Кстати, она бы выиграла и в соревновании мужчин, с отрывом в 6 баллов. Валиева сейчас находится в своей собственной лиге, на голову выше даже своих грозных соперниц из России. Она выдала рекордные результаты в короткой и произвольной программах, а техническая оценка в произвольной программе 109,2, почти на 9 очков лучше, чем у всех остальных. И почти на 15 очков лучше, чем у действующей чемпионки мира Щербаковой. Если не будет травм или болезней, Валиева выглядит явным фаворитом на олимпийское золото. Но, как мы знаем, лед скользкий, выразил мнение журналист Филипп Херш. Сможет ли кто-нибудь победить Валиеву в Пекине? Задались риторическим вопросом в твиттере Олимпиады. Оценки за компоненты. Ха-ха-ха, это цирк. Но даже после выдающейся победы Камилы, иностранные болельщики все же нашли к чему придраться. На нее ополчились и за приевшееся болеро, и за недостаток эмоций, а также выговаривали, что устали смотреть на то, как один 15-летний вундеркинд из России сменяет другого. Оценки завышены. Да, она потрясающая, тут нет вопросов, но на 53 балла выше Лизы. Не так потрясающе. Она получает больше баллов, чем большинство мужчин. Безумие. Даже у чистого проката Трусовой с 6 четверными не будет шанса побить такое. Кстати, Валиевой на финале юниорского гран-при 2 года назад, который она выиграла с чистым прокатом, поставили 62,58 балла за компоненты. Сегодня у нее 76,27, почти на 22% больше. Сотникова, Загитова, Валиева. 3 подряд олимпийские чемпионки, которые не оставили никакого наследия и не оказали влияния на спорт. Пусть их тела болят как можно меньше с помощью любых лекарств, которые бы не нахимичила Россия. Но ё-моё, Валиева такая неинтересная. Я должна быть в восторге от такого триумфального проката. Так сложно объяснить людям, почему я все-таки ненавижу этот прокат. Камила хороша, но я ничего не чувствую. Никаких эмоций, к тому же болеро. Запретите его в фигурном катании навсегда. Если обойдется без непредвиденных обстоятельств, вот ваша следующая олимпийская чемпионка. Но каким бы технически великолепным ни было это исполнение, программа меня не увлекла. Она кажется пустой и не вяжется с музыкой. Эмоционально не трогает совершенно. Просто не могу собраться, чтобы переживать за очередное 15-летнее дарование с недолговечной техникой, которая, вероятно, закончит к 18 годам из-за травм. По техническим оценкам вопросов нет, хотя надбавки за тулупы подозрительно высокие. Но оценки за компоненты. Ха-ха-ха, это цирк. Как можно смотреть этот цирк? Глаза болят. Этот спорт мертв.
Каким образом Валиева получила более 76 баллов за компоненты? Стоит отметить, что далеко не все любители фигурного катания критиковали российскую фигуристку. Многие хвалили и защищали ее. Но каким образом оценки Валиевой завышены? Да сейчас нет такого мужчины в фигурном катании, который бы не испытал огромных трудностей, пытаясь откатать ее болеро. У Камилы самый красивый тройной аксель, что я видела. Валиева – богиня. От прыжков Валиевой сносит крышу. Иногда забываешь, что ей всего лишь 15 лет. Сумасшедший прокат. Японские журналисты и болельщики на Yahoo News. Валиева – это мощь. Японские издания с воодушевлением отреагировали на феноменальную победу Камилы Валиевой на Гран-при России по фигурному катанию. Заголовки ведущих газет пестрят комплиментами, а болельщики в комментариях снова пишут о доминировании ледовой державы России. Техническая оценка ее произвольной программы с четверными прыжками превысила 100 баллов, что сравнимо с результатами мужчин. Один из судей, очарованный балетной техникой Камилы, задействовавший ее длинные ноги и руки, по максимуму наградил фигуристку, поставив десятки в 4 из 5 оценках за компоненты программы. Мощь Валиевой, которая с каждым прокатом обновляет мировые рекорды, бесконечно, написал Киташи Куросава из Маинити Симбун. А вот что сказали простые фанаты фигурного катания. Несмотря на то, что Туктамышева, занявшая второе место, прекрасно выступила, Камила превзошла ее на 35 баллов, это просто потрясающе. Российские спортсменки выглядят худыми, но их мышцы туловища и бедра, тот же пресс, например, во время тренировок развиваются, как у бодибилдеров. Их тела и силы исключительны. Идеально во всем. Когда Загитова выиграла золотую медаль, я думал, что у нее кроме скольжения и экспрессии ничего нет, но Валиева не может жаловаться на недостаток каких-либо талантов. Я надеюсь, что Камила выиграет золотую медаль Олимпийских игр в Пекине. При таком же безупречном выступлении Камилы, я не думаю, что даже Ханя в период его расцвета сможет ее победить. Точность, красота и стиль прыжков делают ее сейчас лучшей фигуристкой мира. Поздравляю! Камила Валиева, одна такая, очаровывает с первой и до последней минуты своего прекрасного проката. Камила – это феномен. Потрясающая грация и элегантность. Хотелось бы узнать, как Тутберидзе их так готовит, как будто попкорн. Она волшебница. Валиева и Ханю на другой планете. Валиева, спортсменка из другой спортивной галактики, почти 50 очков отрыв от второго места. Глупо. Это просто незаконно для остальных. С мужской системой оценивания она набрала бы больше 300 баллов. Абсолютное чудо. Никогда не видел, чтобы спортсменка делала такую программу, абсолютно идеально. У меня нет слов. Единственное в своем роде. Безупречно в прыжках, но нужно улучшить интерпретацию. Мое скромное мнение. Высочайший уровень, где-то в космосе. Интересно, как на нее смотрят ее же подруги по тренировкам. Аплодирую стоя.